Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы начинаем посев высокорослых томатов на рассаду. В последующем будем выращенную рассаду высаживать в дачную теплицу. И в этом видео я хочу показать, как мы это делаем. Способ, о котором пойдет речь, проверенный годами. Традиционно мы его используем. Он никогда нас не подводил. Поэтому и менять мы его не собираемся. Видео для многих из вас, возможно, будет таким своеобразным напоминанием, что уже пора сеять помидоры на рассаду. Ну а для новичков будет интересно, потому что все пошагово я сейчас в этом видео и покажу. Итак, друзья, первое, что нужно сказать, это сроки проведения посева. Как рассчитать правильно, потому что у нас свои условия, у кого-то из вас совершенно другие и отличаются от наших. Рассаду, которую мы посеем сегодня, высаживать будем в теплицу через 50 дней. Ориентировочно, потому что растения есть растения, природа есть природа. Когда-то быстрее растут, когда-то чуть-чуть отстают, либо погода подходящая, неподходящая перед высадкой. В общем, ориентируемся от сегодняшнего дня, 5 марта до высадки пройдет 50 дней. 25 апреля приблизительно мы будем высаживать свою теплицу. Мы начинаем сеять в комнате, выращиваем первые 25-30 дней тоже в комнате. Приблизительно 7 апреля мы с комнаты уедем через месяц в рассадник на даче. И уже оставшееся время до высадки на даче будем подращивать. Там более прохладно в рассаднике, днем проветриваем, ночью и так температура понижается, практически нет обогрева. Ну и освещение там намного лучше. Давайте теперь коротко за гибриды томатов, которые мы будем выращивать. Черри томат Сакура. Очень хороший, высокоурожайный, красивый, сладкий, вкусный. Выращивали несколько раз. Нам очень нравится. Star Gold. Это желтый черик. Тоже сладкий, тоже вкусный, тоже урожайный, тоже красивый. Вот эти два черика у нас будут расти в одном ряду. Буквально по 3 куста. Теплица 20 квадратных метров. Поэтому так мало. В одной части помидоры выращиваем, в другой огурцы. Вот как-то надо тесниться. Следующий гибрид Зульфия. Хорошо проверенный и нами, и многими огородниками гибрид томата. Мы его даже несколько лет назад выращивали, нам понравился. Следующий Сара. Это для нас лично новинка. Возможно, кто-то из вас выращивал. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я слышал за Сару только положительные отзывы. Людям очень понравилось, поэтому было решено. Это чудесный томат, большеплодный, сладкий, вкусный, мясистый, салатного направления, сокового направления. Вырастите в этом году вместе с вами. Сливка Колибри и Бенигара. Это две сливки, которые будем выращивать. Красноплодная Колибри и желтоплодная Бенигара. Очень урожайные, ну просто кусты, облепленные плодами. Традиционно мы последние годы сеем в кассетах. Для томатов используем кассету немножко большего объема. Здесь приблизительно 50 мл. И вот в такой кассете некоторое время растение на первоначальном этапе сможет развиваться. Наполнили ячейки кассеты качественным грунтом. В этом сезоне мы используем торфогрунт Классман, Домофлор. Есть множество разных других качественных торфогрунтов, субстратов торфяных. Но желательно, чтобы в их составе находился литовский торф. Самые качественные торфы это именно литовские. И Классман, и Домофлор это все о них. Даже немецкие грунты многие используют в своем составе все-таки с Прибалтики. Прибалтийские торфы. Так сложилась природа. Тут ничего не сделаешь. За сотни лет там образовались самые подходящие для выращивания растений торфы. Семена, кстати, я заказывал у Татьяны Викторовны. Ссылку на качественные профессиональные семена оставлю внизу в описании под этим видео. Расклали семена и заглубляем их на полсантиметра. От 0,5 до 1 сантиметра. Больше заглублять не надо, чтобы они где-то не потерялись. Вот так. И заделываем все. Можно пальчиком, чтобы не делать углубления. Немножечко
вот так приуплотняем. Однако сейчас еще будем, конечно, уплотнять с помощью поливной воды. Полив – это один из этапов успешности не только посева, но и получения всходов, потому что посеять несложно, иногда сложно получить всходы. Так вот, друзья, полив – это один из определяющих дружность и скорость всходов факторов. Именно качественный полив. Нужно полить таким образом, чтобы семечко полностью была во влажной среде и чтобы влаги ей хватало постоянно, пока она не прорастет, пока не выкинет семечко зародышевый корешок. Если мы пересушим, процессы прорастания, набухания белка, ядра семечки остановятся, и все пропало. Всходов мы можем не дождаться. Но вот при проведении полива есть тонкая грань между недополивом и между переполивом. То есть как нельзя недополить, так и нельзя ни в коем случае переувлажнить. И для того, чтобы так не случилось, что семена до прорастания пересохнут, мы накрываем их прозрачной пленочкой. Таким образом будет создаваться микроклимат, испарение влажности будет задержано до момента появления всходов. Каждый день мы мониторим, приподнимаем. Как только увидели петельки, мы сразу же пленочку уберем. Но чтобы произошло успешное прорастание, необходимо также, кроме полива, создать оптимальную для прорастания томатов температуру. Есть минимальная температура, при которой семечко любого растения начинает прорастать и появляется возможность у него прорасти. Вот, например, для семян томата минимальная температура 5-8 градусов. Но если мы в такой температуре будем ждать всходов, то они могут растянуться и на 20, и на более дней. Чтобы нам получить быстрые всходы на протяжении 3, максимум 5 дней, нужно создать для посеянных семян температурный режим 23-25 градусов. Вот этот температурный коридор, он наиболее оптимален для появления быстрых всходов. Увидели всходы, убрали пленочку и понизили температуру. Это все будем делать сразу после появления всходов. И об этом будет, конечно же, отдельный разговор. Потому что вот именно на этапе появления всходов и последующих неправильных действий огородников возникают проблемы в дальнейшем выращивании рассады. Мы вот это все посеянное сейчас размещаем в нашу комнатную мини-тепличку. Именно такая температура в ней находится. Ну и, конечно, как я сказал, проверяем ежедневно, даже по 2 раза в день. Можно смотреть, чтобы не получилось, появились всходы, а мы не промониторили, не заглянули, и они гнутся, белыми остаются, кривыми. Потом разровнять появившиеся всходы будет достаточно трудно. Вот, друзья, что хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, оно будет для вас полезным. На этом закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Хороших посевов, хороших всходов и, конечно же, мирного неба над головой. До свидания.